Я всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Евгений, и вы на канале InvestKing. И сегодня у нас будет разбор компании PayPal. Она недавно очень сильно упала, поэтому многие попросили меня сделать обзор. Ну что ж, дорогие друзья, встречайте. Ну а я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита тем, кто кушает. А мы начинаем. PayPal Holdings – крупнейшая электронная платежная система, позволяющая пользователю оплачивать покупки и отправлять деньги онлайн. Компания является абсолютным лидером в индустрии онлайн-платежей, работает более чем в 200 странах мира и позволяет получать платежи в свыше чем 25 национальных валютах. Была основана в 1998 году, причем основана довольно звездной командой, в которую входили такие крупные игроки, как Илон Маск и Питер Тиль. На данный момент компания имеет 416 миллионов активных счетов, с которых совершается 4,9 миллиарда транзакций с общим объемом на сумму около 310 миллиардов долларов США. Конечно, так как PayPal считает себя мировым лидером и инновационной компанией, она помимо онлайн-платежей добавила возможность покупки и обмена криптовалют, таких как биткоин, эфириум и так далее. Основной источник дохода компании – это комиссия, взимаемая с продавцов, получающих платежи через PayFlow, причем комиссии довольно-таки не низкие. В России, например, комиссии для бизнеса составляют от 3 до 4%. Что же касаемо других комиссионных, то они тоже на самом деле просто заоблачные большие. Допустим, комиссия за конвертацию валюты или за международный перевод просто огромные. С точки зрения инвесторов, да, это неплохо, это круто, что у компании довольно большая комиссия, вследствие чего у компании будет хорошая маржинальность бизнеса, но с точки зрения потребителей это не совсем хорошо. И хочу сказать, что сейчас в связи с падением акций PayPal многие аналитики и ютуберы стали прямо-таки призывать инвесторов покупать компанию PayPal, что финтех это очень перспективно, аналитики прогнозируют двузначные показатели роста сектора, онлайн-платежей и все в общем-то заманчиво. Да, на самом деле перспективы сектора отличные, но я бы не сказал это про компанию. К большому сожалению, если вы посмотрите на комиссионные в сравнении с Visa и MasterCard, то увидите, что PayPal сильно проигрывает, он имеет намного более большие комиссионные. По сути, PayPal стал настолько популярным и востребованным, потому что традиционный банковский сектор США на тот момент не имел такого функционала, был намного более медлительным и неудобным. То есть в свое время PayPal занял нишу, которая была непонятна крупным банкам. Сейчас же все банки прекрасно осознали, что онлайн-платежи в будущем опередят офлайн продажи, то есть рынок растет и денег там все больше и больше, и банки начинают заниматься этой сферой. Вообще, если говорить на чистоту насчет перспектив онлайн-платежей, то они просто невероятно огромные, потому что некоторые страны хотят полностью отказаться в ближайшем будущем от наличности, потому что наличность это все-таки возможность для теневой экономики, возможность для ухода от налогов и тому подобное. А благодаря онлайн-банкингу государство сможет полностью контролировать все платежи, переводы, налоги и так далее. Вообще, с точки зрения какой-то анонимности, что ли, это ужасно, ведь она в ближайшем будущем полностью исчезнет. Но на самом деле это стало понятно еще с появлением Фейсбука, Инстаграма и так далее, которые отслеживают наши интересы, наше местоположение, с кем мы находимся рядом и тому подобное. В общем, в любом случае на какую-то анонимность претендовать уже вряд ли получится, поэтому надо думать о положительных моментах, которые могут быть от перехода денег в онлайн. Это поможет избавиться от преступности, ну и надеюсь, конечно, в развитых странах это поможет побороть коррупцию. Насчет России очень даже не уверен. Но все-таки мы возьмем в пример Россию, где онлайн-банкинг развился до очень высокого уровня, сервиса, удобства, возможностей, например, тот же Тинькофф, который фактически что-то среднее между традиционными банками и финтех-компанией. И именно поэтому PayPal с WebMoney здесь практически полностью растеряли свою популярность. То же касается и Kiwi кошелька, который раньше был практически у каждого второго молодого человека и подростка. Но сейчас
сейчас, как мы видим, Kiwi кошелек с каждым месяцем все больше и больше теряет свою популярность и свою аудиторию, именно потому что все его функции сейчас могут выполнять банки. Поэтому на самом деле я считаю, что в целом перспективы онлайн-платежей и онлайн-денег очень большие, но компания PayPal, к большому сожалению, мне не видится каким-то вот прям бенефициаром этого развития. Объясню свою точку зрения таким образом. Компания PayPal не имеет какого-то монопольного или уникального продукта, и сейчас есть очень много аналогов компании PayPal. То есть фактически у бизнеса есть продукт, который можно заменить. Да, и многие люди до сих пор считают, что банки так или иначе более надежные, чем какой-то онлайн-кошелек. Поэтому с приходом банков в эту сферу многие люди вернутся все-таки к банкам. И уже совсем скоро по функционалу, скорости, сервису и возможностям банковские онлайн-приложения ничем не будут уступать возможностям PayPal. Также стоит учитывать такой момент, что за оплату MasterCard, Visa обычно есть какие-то бонусы от банков потребителям, ну то есть кэшбэк и так далее, а за оплату PayPal бонусов никаких не может быть. Да, PayPal лидер рынка онлайн-платежей, но во всех сегментах у него есть серьезные конкуренты, и их становится только больше. У PayPal нет монопольного предложения, как у Visa и MasterCard, а значит у акций PayPal большой риск по сравнению с ними. Конечно, не все так негативно. Недавно компания, допустим, стала сотрудничать с компанией Amazon, что безусловно очень хорошо, но как по мне, я все же считаю, что компания PayPal в ближайшем будущем будет показывать намного более медленный рост доходов и клиентов, чем это было в предыдущие года. Безусловно, компания была бы невероятно привлекательна к приобретению, даже несмотря на снижение своих показателей роста доходов, потому что все равно так или иначе с общим ростом онлайн-платежей бизнес будет демонстрировать все-таки положительную динамику, но показатели стоимости сильно ухудшают ситуацию, так как компания PayPal стоит просто огромных денег. Ведь даже несмотря на то, что у компании Visa и MasterCard на данный момент чуть ли не монополия в своем сегменте, в отличие от PayPal, они оценены дешевле, чем наша компания, причем как по текущим значениям, так и по прогнозным. То есть мы получаем такую ситуацию, что компания PayPal более рискованная, имеет большую конкуренцию, но при этом прогнозы роста примерно совпадают с Visa и MasterCard, а стоит она дороже. Согласитесь, довольно неоднозначная ситуация у бизнеса PayPal. Но почему же упали акции PayPal? И причем так сильно, ведь компания все еще остается перспективной, и я думаю, что в дальнейшем она будет увеличивать свои доходы. Но как раз таки темпы увеличения этих самых доходов и разочаровали инвесторов. Сама компания ставила себе целью показывать больше, чем 20% роста доходов ежегодно. Но вот в последние два квартала, а именно во втором и третьем квартале 2021 года, компания показала довольно слабые результаты, а именно рост на 16% и 15% соответственно. Еще компания дала очень слабый прогноз роста на четвертый квартал 2021 года. Выручка должна вырасти примерно на 12-14%, что никак не совпадает с планами и прогнозами как аналитиков, так и самой компании. Также компания дала прогноз на 2022 год, и пока что ожидается, что выручка вырастет менее чем на 20%. Да, все равно рост остается двухзначным, и это безусловно много, но повторюсь еще раз, инвесторы закладывали в цену компании PayPal именно огромные темпы роста данной компании, потому что она не имеет какого-то монопольного продукта, и ее сегмент очень высококонкурентный, хоть и перспективный. Соответственно, главное ее преимущество — это как раз таки огромные темпы увеличения собственных доходов, которое толкало инвесторов к покупке данных бумаг даже по заоблачным ценам. Но сейчас ситуация немножко поменялась, и компания немного снизила свои прогнозы по увеличению доходов в будущие периоды. Также крупный партнер отказался от PayPal. Как мы видели во втором квартале, eBay, отказавшийся от PayPal, легко сократил его доходы. Компания по сей день сильно зависит от крупных партнеров. Если они когда-нибудь откажутся от PayPal в пользу создания собственной платежной системы, PayPal может упустить серьезную прибыль. В общем-то, это все основные риски данного бизнеса. Но безусловно есть и положительные стороны, ведь компания PayPal старается развивать и увеличивать свое присутствие на многих площадках. И в целом компании помогает рост онлайн-торговли, который дает неплохой буст данному бизнесу. Еще и пандемия очень неплохо помогла увеличить количество клиентов и объем платежей. Ну а теперь давайте перейдем к финансовым показателям компании. Начинаем, как всегда, с динамики доходов бизнеса. Он показывает просто замечательные показатели роста за последние 5 лет. Выручка компании увеличилась на
100%, то есть как раз таки те самые 20% ежегодно, что безусловно очень положительный момент. Чистая прибыль компании и вовсе увеличилась на 300%, то есть рост по 60% ежегодно. Просто поразительные показатели. Но спешу вас заверить, что в будущем компания вряд ли сможет увеличивать именно чистую прибыль такими же темпами. Ведь сейчас очень сильно выросла конкуренция в этом секторе, и скорее всего компании все-таки придется снижать комиссионные, вследствие чего и упадет чистая маржинальность, что повлечет за собой снижение чистой прибыли. Да, скорее всего она будет расти, но уже не так стремительно. И, скорее всего, мы сможем увидеть у компании рост где-то в среднем от 13 до 18% ежегодно, что все равно, конечно, неплохо, но не то, что закладывали в цену инвесторы. Но это все еще просто невероятный большой рост доходов, согласитесь. Что касаемо баланса компании, то здесь мы видим, что растут как активы, так и обязательства бизнеса, но так как активы растут быстрее, мы получаем прирост чистого акционерного капитала компании, что довольно хорошо. При этом закредитованность бизнеса составляет около 70%, что, как по мне, для технологической компании, конечно, немного многовато, но благо показатель покрытия Interest Coverage составляет 18, что очень даже безопасный уровень. Это значит, что компания тратит порядка 5% прибыли до уплаты налогов на покрытие процентов по своим обязательствам, да и кэша у нее на счету приличное количество, поэтому особых проблем с балансом я не вижу. Чистая маржинальность работы бизнеса очень неплохая и составляет 20%, что примерно средний уровень по индустрии, и показатели рентабельности также на довольно хороших уровнях, что очень радует. Но вот уже мы наконец-то добрались до показателей стоимости. Ну и начнем мы с показателя P на E, который показывает, за сколько лет компания купает свою стоимость или же капитализацию своей чистой прибылью. Соответственно, чем ниже данный показатель, тем лучше для нас, так как компания будет дешевле. У компании PayPal P на E составляет уровень около 44, что значит компания купает саму себя за 44 года, что, как по мне, конечно, многовато. Окупаемость бизнеса за более чем 40 лет. Форвардные или прогнозные значения P на E, конечно, уже получше. Например, к 2023 году аналитики прогнозируют P на E на уровне около 30, что, конечно, не замечательно, но все же уже куда ни шло. То есть, если каким-то чудом компания сможет сохранить 20% рост доходов ежегодно, то, в принципе, ее показатели стоимости придут в норму примерно в 2025 году. То есть P на E уже будет около 20, может быть чуть ниже. Но, соответственно, сможет ли это сделать компания, пока вопрос довольно сложный. Все будет зависеть, конечно, от многих факторов, в том числе, как будут развивать онлайн-платежи в банках и, конечно же, от самой компании PayPal. Что касаемо дивидендов, то как ростовая компания PayPal их не платит. И если бы гипотетически компания тратила примерно 60% своей чистой прибыли на дивиденды, то мы бы имели доходность по текущим ценам примерно в 1,5% на вложенный капитал, что, конечно, не очень много, но все же компания ростовая, поэтому, в принципе, дивиденды здесь не так важны. Но что ж, дорогие друзья, и надо бы подвести итог и дать оценку данному бизнесу. На самом деле, сектор, в котором работает компания, растет, и это довольно положительный момент. Компания в этом секторе является лидером, но сейчас там очень большая конкуренция, и, к большому сожалению, создать здесь какой-то уникальный продукт довольно сложно. Именно поэтому я считаю, что у компании PayPal довольно большое количество рисков. Но все же я не смотрю прямо супер негативно на данную компанию и считаю, что все-таки перспектива развития у нее есть. Но даже несмотря на свое очень большое снижение в последние месяцы, я все же считаю, что компания находится до сих пор в слишком дорогих ценовых значениях. Если бы компания опустилась до уровня в $160 за акцию плюс-минус $10, то тогда бы, мне кажется, эта покупка была бы довольно интересной. Но по текущим ценовым уровням, как по мне, данная акция немного дороговата. Я бы лучше уж тогда взял какую-нибудь Visa или MasterCard, которые хоть и тоже дорогие, но все же подешевле и, самое главное, надежнее, чем компания PayPal. Поэтому данному бизнесу я ставлю оценку лишь в 6 из 10. Но как считаете вы, можете, как всегда, написать в комментариях. Я буду рад с вами пообщаться и обсудить перспективы данной компании. Ну а на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, было интересно и полезно, то ставьте лайк и пишите комментарии в поддержку. Мне будет очень приятно. Но я говорю вам спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья. Arrivederci.